Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Я хочу печальную тему превратить в позитивную, потому что я хочу ответить тем, кто мне написал вопрос, почему я не обрезаю корешки во время пикировки, почему не обрываю корешки и что это дает, если я не делаю этого. Ну, давайте вернемся к ботанике. Ботанике 6, по-моему, класс, где мы изучали строение растений. И давайте рассмотрим вот строение корня. Вот смотрите, начнем с того, что семечко есть, да? Откуда появляется коренек, корешочек. Зачаток корня, этот зародышевый корень, имеется уже в самом семени. И если наблюдать, как это все происходит, то это очень четко показано и видно. И вот на конце любого корешка формы у корней разные, у разных растений они разные, но всегда есть вот этот корешочек, который называется корешочек, на котором есть корневой чехлик. Если вы замечали, когда на асфальте прорастает какая-то травка, еще и зацветает, знайте, что там очень сила большая у этого корневого чехлика, который помог растению пробраться к воде, к питанию и выкормить это растение даже на асфальте. Вот нашло там все-таки вот эту маленькую частичку и добралось до земли, до воды. Вот это корневой чехлик. Ну и рядышком есть еще одна часть очень важная. Почему я именно с этой части начинаю? Именно потому, что эту часть все обрезают или, ну, те, кто этим занимается, или же обрывают. Далее вот эта зона роста. Клетки делятся и растут. Делятся и растут, и, естественно, растет корневая система. Дальше следующее, вот, зона всасывания. Зона всасывания – это все питательные вещества, которые… Это целая такая фабрика, где происходит множество различных процессов. Ну, это очень интересная и отдельная тема. Так вот, здесь вот обычно до этой части, вот я красной выделила, срезается или обрывается вот эта часть при пикировке томатов. Я видела и перец, так и баклажаны некоторые делают. Это было редко в моей деятельности, но я видела урожай потом с этих растений. К сожалению, ради пару помидоров или одного баклажана выращивать рассаду и растения, я думаю, что нет смысла. Вернемся к корню. Почему же все-таки нельзя обрывать ни корневой чехлик, ни зону роста, где клетки делятся, растут и создается вот эта целая транспортная сеть этих корней, которые поглощают питательные вещества. Каждый выполняет корешочек, маленькая часть, каждая клеточка выполняет важную роль питания. У корней это голова. Вот корень это голова. И эта голова, вот как у человека сверху, а здесь получается внизу. Голова выполняет роль питания, роль водичку пьет, естественно, питательные вещества, и дыхание здесь тоже происходит. Ну, дыхание это особая тема, но в любом случае вот это все равно все эти три функции выполняют. Их много, их больше этих функций, но сегодня мы говорим о том, надо ли вот этот корешочек обрывать. У меня только горчица сейчас в теплице есть. И вот и корешочек у нас с землей. Вот там вот такая сложная система. Если вот так пересадить, еще, возможно, будет там кончик срезан. И, ну, она не даст того результата и того роста, который, вот, если бы не был нарушен вот этот корневой чехлик. Вот этот маленький корневой чехлик, только его, если даже нарушить, мы сразу же как бы избавим растение, место, где проходит синтез ингибиторов роста, которые участвуют в регуляции и удлинении корней. Это очень важное. Но еще очень важная роль вот этого кончика корней. Вот чехлик обладает способностью вот не только воспринимать направление действия гравитации, мы все связаны с гравитацией, но и образовывать и транспортировать регуляторы роста таким образом, чтобы контролировать направление роста корня. Корень всегда растет почему-то вниз. Все замечали и все знают это. Потому что есть такие законы, есть законы тяготения,
То, что мы даже еще, может, и не знаем, и не понимаем, но всегда корень растет вниз. Он ищет воду, он ищет питание, ну и, естественно, в земле это его место. Вот оно такое. И почему я все-таки не обрезаю, вот не поступаю вот с такими корнями. Вот, допустим, вот оно. Давайте я просто на практике покажу. Вот эта вся часть, да? Вот она у нас. Вот мы ее срезаем. Что у нас остается? Зона всасывания. А как она будет работать, если в этой зоне всасывания нет зоны роста клеточек? Если корневой чехлик и отсутствует, и никакого движения вглубь почвы нету. Мне могут сказать, что вот помидоры, если их вот так высаживать, ну, корешочек вот так вниз, лежа, и там будет много корней, но эти маленькие корешочки будут. Дополнительные белые корешочки, это не тот корень главный, который вот растет изначально. Поэтому рассаду при пересадке помидоры, перцы, баклажаны не имеет никакого значения. Я видела, как вот в моей жизни был такой очень хороший пример. Это женщины огородной бригады. Мне не доверяли, я еще маленькая была, но я так иногда приходила, я только собирала урожай и занималась просадкой. Вот, но мне довелось побывать там. И когда они из парника доставали рассаду, пару человек выкапывали вот рассаду и очень аккуратно каждое растение, каждый корешочек друг от дружки отделяли. И слаживали в ящички, и потом вот эти растения везли в поле, где их высаживали. Тогда еще не было стаканчиков, вот этих всех горшочков, кассет. В то время это было давным-давно. Вот, и они высаживали хороший урожай. Ну, конечно, не современные гибриды, это были сортовые, но для того времени, для того периода времени, когда на севере Одесской области плодоносить начинали эти овощи, это было очень даже хорошо. И получали довольно-таки неплохие урожаи. А если бы вот эта часть корня срезалась бы, неаккуратно использовалась, и я видела, как бережно высаживали. Одна женщина делала ямку, а вторая аккуратненько руками этот корешочек укладывала как можно глубже. Если томаты перерастали, то, конечно, чуть-чуть лежа, а вот перцы, баклажаны, там чуть-чуть выше получалось земли, чем в рассаде была, но потом дождики шли, и получалось, что тот же уровень, в котором они росли, все получалось как надо, и растения очень здоровые, хорошие были. Поэтому лучше сохраните в целости все корешочки. Лучше всего аккуратненько разделить и распределить по горшочку вот при пересадке все корешочки. Вот. Получается, что вы можете посадить, допустим, вот корень, да, перевалка, вот с землей даже, вы в горшочек положили, но внизу чуть-чуть земля, потому что должен вот этот корешочек маленький, корневой чехлик должен расти. Он является стимулятором вот этого всего действия, когда растение растет. А дальше можете вот этот корешочек вот так тихонечко в помидорах. Это для помидоров актуально. И оставлять. У меня есть видео, посмотрите, как я пикирую. И есть не одно видео по пикировке. И перцы, и баклажаны, и томаты. Как это делается. Корни нужно сохранять, потому что как представить человека без половины головы, вот так обрезать, и будет ли жить человек? Не будет жить. Растение еще как-то будет мучиться, жить, но не для этого создано растение. Все растения в природе, они растут в земле, и крепкие, и сильные, когда у них полностью корневая система формируется, и корни, вот этот корневой чехлик в любом растении, и далее вот эта зона роста, зона всасывания, ну и далее там все остальные части корней выполняют свои функции. Вот это очень важно. Не лишайте, не срезайте, не рубите эту часть, доказывая, что этим замедляете движение роста, если перерастает рассада. Лучше перевалку сделайте. Я уже об этом тоже рассказывала и использую очень активно перевалку. Корни чуть-чуть обновляются, чуть-чуть земля, снова же в больший горшочек. И вот так вот обновление пространства, чуть-чуть нарастают корни снова. И таким образом вот 2-3 перевалки получается очень хорошо. И тогда мощная корневая система, высаживаешь в теплицу,
и быстро идет рост, и, естественно, нормально себя чувствует растение. Ну что ж, я с помощью опыта плюс ботаники 6 класса средней школы доказала вам, что ножницы, которые являются топором для корней любых растений, мы не используем. И не используем, потому что мы лишаем головы тоже очень важного и, можно сказать, главного органа растений. Что ж, Раиса Греченко, Александр Болик подготовили это видео для вас. Мы желаем вам удачи. Надеюсь, это видео было полезным. А мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.